Привет, народ! С вами снова я, Макс Бали. Сегодня я расскажу вам об игре, именуемой Prince of Persia: Rival Swords. А что это за игра, я вам расскажу. Итак, сегодня у нас Prince of Persia: Two Thrones. Несмотря на то, что я вначале сказал кое-что другое. Ubisoft переиначила название игры, и теперь она называется Prince of Persia: Rival Swords. В общем, известная игра в новой этикетке. Сегодня я немного изменил вид обзора примером Ubisoft. Давайте я вам уже расскажу об игре. Принц изменил свою судьбу, убив Стража Времени Дахаку, и возвращается в Вавилон вместе с императрицей Кайлиной. Но Вавилон захвачен армией врага. Корабль принца разрушен, Кайлину похищают, а наш герой идет на ее поиски. Позже принц узнает, что в городе орудует его давний враг, предатель Визирь. Получив знания о песках и кинжал времени, Визирь выяснил, что может заполучить вечную жизнь, для чего ему нужна императрица времени. Поэтому он отправился в Вавилон на встречу с принцем. Принцу удалось захватить кинжал времени, и он собирается уничтожить Визиря, несмотря на то, что тот уже стал бессмертным. Ему помогает принцесса Фара, знакомая по первой части игры, дочь Махараджи, которая, впрочем, принца не знает после сделанных им изменений в истории. Принц был ранен и заражен песками времени, вследствие чего у него появляется альтер-эго, циничный голос, разговаривающий с принцем, иногда материализующийся в темного принца, злобного монстра песков, обладающего необычайными возможностями. По ходу игры принц находит тело отца, и рядом его меч, забирает его и отправляется на Вавилонскую башню, где состоится решающая схватка. После тяжелой битвы, в которой был убит Визирь, песок времени из него и песчаных монстров сливается в образ Кайлины. После этого принц отдает ей кинжал, рука принца становится прежней, а цепь спадает, не оставив на руке никаких следов. Кайлина испаряется. Неожиданно принц и Фара слышат странный звон. Перед ними появляется темный принц, который материализовался в самостоятельное существо. Наш герой оказывается на опустевшей крыше Вавилонской башни, наедине со своим альтер-эго, который не атакует, а лишь насмехается и попрекает принца. Темный принц переносит главного героя в мир разума, где продолжает над ним насмехаться и утверждает, что он, темный принц, станет правителем Вавилона. Но из мира разума принца вытягивает Фара, оставляя там его альтер-эго, чем его сильно обозляет. Принц приходит в себя, между Фарой и принцем начинается беседа, в которой, судя по всему, он ей рассказывает всю свою историю с самого начала. Игровой процесс Prince of Persia: Rival Swords ближе к первой части. Важна роль акробатики, чему способствует несколько новых приемов принца. Тем не менее, боевая система почти полностью соответствует таковой из второй части. Два оружия, основное в правой руке и временное в левой. Дополнительное оружие теперь имеет собственную шкалу повреждений. Теперь оно стало медленнее ломаться, однако повреждается даже от удара об стену. Если бросить оружие во врага, то оно вонзится в него. Ему понадобится время, чтобы вынуть оружие из себя. Это можно использовать как тактический маневр. Принципиальным нововведением является система быстрого убийства, позволяющего тихо подкрасться к врагу и уничтожить его сразу, вовремя нажимая кнопку атаки. Также принц периодически превращается в темного принца, у которого постоянно убывает здоровье, но который восстанавливает все сразу, подобрав песок. Вода же заставляет темного снова стать светлым. Темный принц обладает уникальным вторым оружием, длинной цепью, которое нельзя сменить и которым более эффективно можно выполнить быстрое убийство. Также нововведением являются динамические поездки на колесницах, где столкновение с препятствием смертельно. Помимо игровых гонок мы можем поучаствовать в турнире. Еще в игре присутствуют фонтаны, увеличивающие здоровье принца. Но после того, как из него попьешь, нужно пройти полосу препятствий, после чего здоровье увеличивается. Графика в версии для PSP, в общем-то, сохранила свой первоначальный вид, но есть недостатки в виде ухудшенного огня. В общем, игра очень хорошая, несмотря на новое название. Сюжет прелестный, геймплей на уровне, хорошее звуковое сопровождение. Ну вот и все. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте, посещайте мой второй канал, мой блог. А с вами был, как всегда, Макс Бали. Пока!